Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание коврика крючком, коврик Астра с красивыми лучами-лепестками. Это вторая часть вязания коврика. В первой части я показывала, как вязать узор коврика от центра до 10 ряда. И по сути получилась красивая декоративная салфетка диаметром примерно 26-27 сантиметров. Далее я буду вязать коврик, пока у меня будет материал для вязания полиэфирный шнур. Я использую вот такую бобину полиэфирного шнура. Здесь 300 метров. И шнур у меня без сердечника, он такой мягкий, диаметром 3 миллиметра. Крючок использую номер 5. Для вязания данного коврика я специально подобрала довольно простые элементы вязания, чтобы такой коврик смогли вязать даже те рукодельницы, которые только начинают осваивать новые техники вязания крючком. А те, кто уже вяжет давно, то тот точно справится с таким узором. И в этом видео продолжаю вязать коврик с 11 ряда. Итак, приступаем к работе. Напомню, как закончила вязать 10 ряд. После последнего столбика выполняем завершение ряда, вводим крючок с изнанки в первую петлю, захватываем рабочую петлю и вытягиваем ее наизнанку. Далее подтягиваем рабочую нить, затягивая петлю, и начинаем вязание 11 ряда с одной воздушной петли. Далее провязываем столбик без накида в первую петлю ряда. В 11 ряду будем вязать элементы веера. Для этого делаем на крючок накид. Смотрите, у нас в 10 ряду были провязаны вот такие вот интересные столбики, и у них по сути есть выступающая петелька, и далее ниже идет как воздушная петелька. Будем считать выступающие петельки. Сделали накид и вводим крючок, пропустив вот одну вот эту выступающую петельку в следующую, то есть по сути пропустив один столбик. В вершину второго столбика вводим крючок и провязываем первый столбик с одним накидом. Из этой же точки нужно связать еще 4 столбика с одним накидом. То есть по сути веер вяжется из 5 столбиков с одним накидом. И получается вот такой полукруг. Связав 5 столбиков с одним накидом, вновь пропускаем одну вершину, вот один столбик, и на следующей вершине вяжем столбик без накида. Вот получился один веер, и по сути это провязан один раппорт узора. Далее идет повтор. Точно так же пропускаем вершину первого столбика, в следующую вводим крючок и из этой точки провязываем 5 столбиков с одним накидом. Закончив вязать веер, закрепляем его также через один столбик на следующей вершине. Итак, продолжаем вязать веера. Заканчиваю вязать 11 ряд. После последнего веера вынимаю крючок из петли и ввожу в вершину первого столбика без накида, захватываю рабочую петлю и вытягиваю ее наизнанку. Далее затягиваю петлю, и для того, чтобы провязать 12 ряд, начать вязать, необходимо довязать соединительные столбики до
вершины первого веера. Для этого за вторую полупетельку ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Первый, второй и на вершине третий столбик. Далее из вершины провязываю столбик без накида. Набираю цепочку 4 воздушные петли. И на вершине следующего веера по центру смотрим на третьем столбике, провязываем столбик без накида. Получилась вот такая арочка. Далее повторяем 4 воздушные петли, столбик без накида на вершине веера. И так провязываем этот ряд, формируя такие арочки. Заканчиваю вязать 12 ряд, и после последней арочки делаю соединительный столбик в первый столбик без накида. Далее набираю 3 воздушные петли, и 13 ряд мы вяжем обычные столбики с одним накидом, но на вершине столбика без накида первого провязываем рельефный столбик. На арочке провязываем 5 столбиков с одним накидом. Далее идет повтор. На основании на ножке столбика без накида вяжем рельефный столбик с одним накидом. На арочке провязываем 5 столбиков с одним накидом. Итак, повторяем. Здесь количество повторений будет зависеть от того, сколько арочек, точнее сколько вееров и сколько арочек мы провязали в предыдущих рядах. У меня здесь 22 повторения. Друзья, заканчиваю 13 ряд и начинаю вязать 14 ряд. После последнего столбика с одним накидом из третьей воздушной петли провязываю соединительный столбик, делаю новые 3 воздушные петли подъема, и в 14 ряду начинаю вязать на первом столбике, это был рельефный столбик, провязываю из вершины 2 столбика с одним накидом, то есть делаю прибавку. Далее провязываю пропуская одну вершину до следующей вершины, то есть прибавку мы делаем через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков на 12. Если мы будем делать прибавки чаще, то есть, допустим, на каждом рельефном столбиком, тогда у нас край будет фалдить и круг не сложится, то есть будут появляться складки. Поэтому здесь важно рассчитать, чтобы количество прибавок на один круг было примерно 12 столбиков. Я посчитала, что у меня 22 веера или 22 рельефных столбика идет повторение. Если я буду делать через один веер, через один рельефный столбик, тогда у меня будет 11 прибавок, и круг у меня будет равномерно расширяться. Поэтому я на первом столбике сделала прибавку, и далее вяжу из каждой петли по одному столбику, и через 11 столбиков, получается, на вершине вот следующего рельефного столбика сделаю еще одно прибавление, из одной петли провяжу 2 столбика. И так провязываю этот ряд с равномерными прибавлениями.
Заканчиваю вязать 14, начинаю вязать 15 ряд. В конце ряда делаю соединительный столбик в третью петлю подъема и набираю новые 3 воздушные петли для вязания 15 ряда. 15 ряд будем вязать тоже столбиками с одним накидом. Будем делать также на весь круг 11 прибавлений. Но если в предыдущем ряду я делала прибавление начиная с первого столбика и получается через одну вершину, то в этом ряду буду делать прибавление на тех вершинах, где я не делала прибавлений. И также у меня будет по кругу через один веер 11 прибавлений. То есть я буду вязать вот над вершинами, над этими столбиками из одной петли 2 столбика. И поэтому я вначале довязываю вот примерно до этой вершины. Здесь я посчитала 7 петель, то есть я провязываю 7 столбиков с одним накидом из каждой петли по одному столбику. Итак, я провязала 7 столбиков с одним накидом, и как раз вот следующая петелька находится над вершиной вот этого веера и рельефного столбика, где в предыдущем ряду не делали прибавление. И в этом ряду делаю прибавление. Провязываю из одной петли 2 столбика. Далее до следующего прибавления считаю, получается 12 столбиков провязываю из каждой петли по одному, и на следующей петле провязываю 2 столбика, то есть делаю прибавление. Итого по кругу у меня будет прибавлено 11 столбиков. Заканчиваю 15 ряд и начинаю 16 ряд. В конце 15 ряда делаю соединительный столбик в третью петлю подъема. И для того, чтобы начать вязать 16 ряд, мне нужно перейти на другую точку, на центр между вот этими веерами. Здесь у нас было провязано 5 столбиков. Смотрим, находим третий столбик и поднимаемся вверх. Я посчитала, мне нужно провязать 5 соединительных столбиков, чтобы дойти до центра. Провязываю соединительные столбики за вторые полупетельки. Так, третий, четвертый, пятый, и я как раз дошла до нужного столбика. И на вершине шестого столбика, заводя крючок вот так вот за вершину, провязываем соединительный столбик. Далее начинаем вязать лучи, точно такие же, как мы вязали вот здесь. И только для этого набираем здесь 5 воздушных петель, 4, 5. Далее этот луч закрепляем на рельефном столбике, который был расположен над веером, над вершиной веера. И тоже выполняем соединительный столбик на ножке столбика. Вновь набираем 5 воздушных петель. И закрепляем арочку в центре между веерами. Можно отсчитать петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 столбике. Или просто поднимаемся вверх. Делаем соединительный столбик на вершине. Вновь набираем 5 воздушных петель. Закрепляем арочку на рельефном столбике, который идет над вершиной веера. Новые 5 воздушных петель. И закрепляем эту цепочку
Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на вершине 7-го столбика. И так вяжем такие лучи по всему кругу. Заканчиваю вязать 16 ряд. И чтобы завершить ряд вот этих вот арочек, необходимо ввести крючок вот в первую петельку, соединительную петельку, которую мы делали на столбике, с изнанки на лицо, и далее подхватить рабочую петлю и вытянуть ее на изнанку. Далее подтягиваем нить. И чтобы начать вязать новый ряд, делаем одну воздушную петлю подъема. Следующий ряд, 17, вяжем столбики без накида и делаем прибавление, так же как мы делали столбики с одним накидом. То есть на вершине вот этой вот лучика делаю прибавление из одной петли 2 столбика без накида. Далее вяжу из каждой петли по одному столбику с одним накидом и через вот вершину вот этих лучиков делаю прибавление. Итого у меня в круговом ряду будет 11 прибавлений столбиков без накида. Заканчиваю вязание 17 ряда. И здесь соединяю ряд столбиков без накида соединительным столбиком. Далее начинаю вязание 19 ряда с 3 воздушных петель подъема. И 19 ряд мы вяжем точно так же, как и 10 ряд. И по сути далее у нас будет вязание повторяться с 10 по 18 ряд. Набрали 3 воздушные петли подъема. Далее вытягиваем петлю на крючок из второй петли подъема, из первой петли подъема, из основания вязания цепочки и из следующей петли по ряду. На крючке 5 петель, и эти 5 петель провязываем разом и закрепляем вершину столбика одной воздушной петлей. Следующий столбик вяжем, вытягиваем петельку из середины предыдущего столбика, из нижней петельки, из основания и из следующей петли. Вновь на крючке 5 петель и провязываем их разом и закрепляем вершину одной воздушной петлей. Так продолжаем вязать столбики по кругу. Дорогие друзья, я заканчиваю вязать 18 ряд. И в конце ряда я протягиваю рабочую петельку наизнанку. Для этого вначале ввожу крючок в первую петельку ряда с изнанки на лицевую сторону, подхватываю рабочую петлю и вытягиваю ее наизнанку. Затем затягиваю петлю. И смотрите, в принципе, на этом можно закончить вязание коврика. Посмотрите, вы видите, что узор повторяется, но у меня еще достаточно пряжи, чтобы выполнить, вязать коврик дальше. И при вязании коврика на любой размер далее будет повторяться с 11 по 18 ряд. Те же самые ряды будем провязывать, и коврик будет увеличиваться. Вот так он смотрится. Здесь вы видите центральная часть, вывязана 10 рядов. И в этом видео я показала, как вязать с 11 по 18 ряд. По краю идет
Вот такая обвязка, смотрится очень аккуратно, и край коврика хорошо оформлен. Если вы хотите связать коврик дальше, продолжаем вязание как с 11 ряда, то есть как с начала этого видео. Вот в 11 ряду мы вязали вот эти веера, поэтому точно так же делаем одну петлю подъема, столбик без накида на вершине столбика предыдущего ряда, и далее делаем накид, и пропустив петлю вот один столбик, на следующей вершине вяжем веер из 5 столбиков с одним накидом. Связав веер, закрепляем его, пропустив один столбик, и на следующем столбике на вершине вяжем столбик без накида, и вновь следующий столбик вяжем через один веер. 19 ряд вяжется точно так же, как 11 ряд. И далее следующий ряд мы будем вязать по такому же принципу, как вязали 12 ряд. И так повторяем 8 рядов. Дорогие рукодельницы, продолжаю вязать коврик. Сейчас я вяжу 26 ряд и хочу показать, какие изменения я внесла. Сейчас у меня в работе второй моток полиэфирного шнура, один моток 300 метров. Я планирую связать коврик из двух мотков, то есть всего 600 метров шнура буду использовать. И я закончила вязать узор до 18 ряда. Далее я повторяла как с 11 ряда 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И сейчас вяжу 26 ряд. По сути, он должен быть точно такой же, как 18 ряд. Но я решила этот ряд изменить. И сейчас покажу, какой я вывязываю узор. В 26 ряду я решила вязать вот такие перекрещенные столбики с одним накидом. В начале ряда я, как обычно, сделала 3 петли подъема и далее вяжу перекрещенные столбики. Пропустив одну петлю из следующей, вяжу столбик с одним накидом. Далее вновь делаю накид, и из петли, которая была пропущена, провязываю второй столбик. Получается, что 2 столбика у меня перекрещиваются, и получается вот такой рисунок. По круговому ряду я рассчитала и равномерно делаю 11 прибавлений. Для этого я посчитала количество петель. На самом деле я считала количество вот этих вот вершин. У меня получилось 42 вершины. Значит, каждую четвертую, напротив каждой четвертой вершины я делаю прибавление. И сейчас покажу, как делаю прибавку. По сути, мы здесь 2 столбика провязали на 2 петлях. Если необходимо сделать прибавление, то я не пропускаю петлю. В следующую петлю вяжу первый столбик, а второй столбик вяжу в петлю, в которую мы вязали столбик перекрещивания, которое было предыдущим. И получается, мы добавили одну петлю в этом ряду. Важно не делать много прибавлений, чтобы у вас коврик не фалдил. Сейчас у меня пока коврик не отпаренный, не растянутый. По краю есть немножко, вот он так вот фалдит, но это не страшно. Эти волны уйдут в процессе отпаривания и формирования коврика. Но если
волны будут сильнее, то, конечно, значит, вы делаете слишком много прибавлений в рядах, и нужно коврик будет перевязывать. Дорогие рукодельницы, я довязала коврик, он получился размером 80 сантиметров в диаметре. Всего я использовала 600 метров шнура. Связала 30 рядов узора, и 30-й заключительный ряд – это обвязка рачьим шагом. Коврик получился красивый, ажурный. Чтобы ему придать красивую форму и выровнять края, я отпаривала коврик